С 2010 версии программы доступен знак «Не равно». Добрый день! Сегодня мы рассмотрим принцип действия функции сумм если и сумм если множественное, а также и аналогичных им ср знач если и ср знач если множественное. В первом примере необходимо найти сумму продаж за 95 дней по артикулам товара. Для этого мы присвоим имена столбцам таблицы. Выделяем данные оранжевой таблицы и нажимаем Alt-Shift-F3. В появившемся окне отмечаем из строки выше. Переходим в ячейку L2, вводим формулу. Сумм если. Далее выбираем диапазон с условием, то есть столбец артикул. После идет критерий, номер артикула, ячейка K2. И в завершении диапазон для суммирования. Продано за 95 дней. Для проверки данных используем фильтр по артиклу. Выбираем артикул 162 и находим сумму за 95 дней. Она равна 185. Значит, функция отработала верно. По тому же принципу находим среднее значение через функцию sr если. Функция сумм если находит сумму по одному условию и имеет следующий принцип построения. Диапазон условия, критерий для отбора данных и диапазон суммирования. Во втором примере используется функция сумм если множественная, что дает возможность задавать два и более критериев для суммирования. Таблица во втором примере та же самая, что и в первом, поэтому используем заранее созданные имена. Переходим в ячейку M2, вводим функцию сумм если множественная. Обратите внимание, что в отличие от сумм если, первым идет диапазон суммирования, а не условия. Выбираем продажи за 95 дней. Далее диапазон условия номер магазина. Первое условие K2. Следом диапазон условия 2 артикул и условие L2. Функции sr знач если множественное, диапазон усреднения также идет первым. А затем уже идет диапазон условий и сами условия. В примере номер 3 рассмотрим нестандартные применения данных функций. Первая задача – найти сумму остатков по всем артикулам, кроме 162. С 2010 версии программы доступен знак «Не равно», обозначающийся следующим образом. Знак больше и знак меньше. Также тут действуют и все остальные знаки неравенства, которые перечислены в листе функции 3. Переходим в ячейку M2 и пишем функцию. Сумм если, диапазон с условием артикул, условие не равно L2, диапазон суммирования остаток. Получаем 108. Включить одно условие гораздо проще, чем задать 5. Во второй задаче мы будем использовать функцию сумм если для переноса номера счета. Пишем функцию, указываем диапазон суммирования номер счета и указываем условия. В данном примере важно понимать, что значения счетов не должны повторяться, иначе они просуммируются и результат будет неверным. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео. До свидания.